Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы очень рады вам и надеемся на взаимность. Перед просмотром очень просим вас нажать на колокольчик и подписаться на наш канал. Просим не забыть нажать на лайк после просмотра, если наше видео понравилось вам. Тромбы – серьезная проблема, которая может возникнуть у каждого. Чтобы в будущем не принимать препараты, займитесь профилактикой. Например, добавьте в рацион эти продукты. Наше тело уникально. В организме есть особая ткань, которая имеет клетки, при этом жидкая. Это кровь. Она необходима, чтобы доставлять кислород ко всем клеткам тела и внутренним органам. Она также удаляет продукты метаболизма и поддерживает гомеостаз, защищает от инфекций. Но если она будет теряться при проведениях сосудов, не сможет питать тело. Поэтому в организме существует уникальный механизм – система свертывания. Она активизируется, когда мы поранились. Из сосудов вытекает кровь. Немедленно начинает образовываться тромб, который, как пробка, закрывает отверстие в артерии или вене. Образование тромбов – нормальный процесс, но очень сложный. После того, как тромб выполнил свою функцию и стенка сосуда зажила, он рассасывается. Однако бывают случаи, когда в некоторых жизненно важных частях нашего тела, таких как сердце, легкие и мозг, образуются сгустки крови, тромбы, без повреждения сосудов. Эти тромбы, если их не устранить вовремя, могут вызвать серьезные осложнения – инфаркт и инсульт, тромбоз глубоких вен в ногах или повреждение почек. Рассказываем, какие продукты разжижают кровь, они помогут избежать негативных последствий. Первый продукт – это куркума. Это специя, придающая блюдам насыщенный желтый цвет, и она давно используется в народной медицине. Согласно исследованию 2021 года, один из основных активных ингредиентов – куркумин – действует как антикоагулянт, препятствует свертыванию крови. Он подавляет активность факторов свертывания, образующих основу тромба. Помимо влияния на свертывание, куркумин также обладает противовоспалительным эффектом, его применяют в профилактике болезней сердца и атеросклероза. Ежедневное добавление куркумы в пищу помогает поддерживать текучесть крови и здоровье сосудов. Вы можете добавить куркуму во вторые блюда и супы или смещать ее с горячей водой, чтобы приготовить успокаивающий чай. Под вторым номером имбирь. Входить в список продуктов, разжижающих кровь и препятствующих образованию тромбов. Имбирь принадлежит к тому же семейству, что и куркума, и содержит салицилаты, природные соединения, найденные во многих растениях. Они соли салициловые кислоты, которые широко применятся в медицине и косметологии. Ацетилсалициловая кислота, синтетически полученная из салицилата, может помочь предотвратить инсульт и инфаркт, так как низкая ее дозировка разжижает кровь и не дает образовываться тромбам в мелких сосудах. Продукты с салицилатами, такие как авокадо, некоторые ягоды, малина, смородина, перец, чили и вишня, также могут препятствовать свертыванию крови. Один из лучших способов добавить имбирь в свой рацион – начать утро с вкусного имбирного чая. Исследования показывают, что он может устранить многие проблемы со здоровьем. И когда дело доходит до разжижения крови, имбирь уменьшает воспаление и дополнительно расслабляет мышцы. Третье – корица. Часто используется в кулинарии и содержит куркумин, которая в некоторых лекарствах действует как мощный антикоагулянт. Корица и кассия могут также снизить кровяное давление и снять воспаление, вызванное артритом и другими воспалительными патологиями. Однако исследования, проведенные среди людей, не дают доказательств того, что корица пригодна для лечения любых заболеваний. Будьте осторожны при использовании корицы в качестве продукта для разжижения крови. Оценка риска в 2021 году показала, что длительное употребление корицы может привести к повреждению печени. Четвертый полезный продукт – каенский перец. В список продуктов, разжижающих кровь, попала эта необычайная приправа. Она может оказывать сильное, разжижающее кровь действие на ваш организм. Из-за высокого уровня салицилатов он также способен снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Добавление каенского перца в нашу ежедневную диету может помочь в профилактике сердечно-сосудистых болезней. Но людям с гастритом и воспалением кишечника эту специю употреблять нельзя. Следующее – лосось. Все из-за содержания омега-3 жирных кислот,
Они помогают снизить уровень холестерина в организме и уменьшают скорость свертывания крови. К этому списку добавляем продукты с витамином Е. Витамин снижает свертываемость крови разными способами. Эти эффекты зависят от количества, которое принимает человек. Нужно учитывать это, если принимаете специальные препараты. Безопасно получать его из продуктов миндаля, подсолнечного масла, зародышей пшеницы и цельных зерен. Чеснок продолжит список полезных продуктов. Неочевидный продукт, разжижающий кровь сосудов. Но нельзя списывать со счетов его антибиотические и антимикробные свойства. В некоторых исследованиях сообщается, что порошок из чеснока проявляет антитромботическую активность, что приводит к результату, хотя его эффекты невелики и кратковременны. Зеленый чай особо ценится за содержание вещества галатопигалокатехина, сильнейший антиоксидант, предотвращающий повреждение сосудов и появление бляшек, способствующих тромбозу. Также известен как сжигатель жира и вещество с противораковыми свойствами. Не стоит запивать зеленый чай молоком, так как молоко блокирует действие эпигалокатехина. Как поддерживать кровь в жидком состоянии? Для этого в организме есть система противосвертывания. Она помогает поддерживать текучесть крови. Это особые вещества, в том числе поступающие с определенными продуктами питания. Если часто есть те продукты, которые улучшают кровообращение, можно предотвратить многие сердечные заболевания. Люди с определенными заболеваниями чаще страдают от избыточного свертывания крови и риска тромбозов, что увеличивает риск. Нерегулярный сердечный ритм, аритмия, врожденный порок сердца, варикозное расширение вен, атеросклероз, гормональный дисбаланс, операция на сердечном клапане, прием гормональных контрацептивов. Тромбы, в свою очередь, могут вызвать сердечный приступ, инфаркт или инсульт. Лекарства, которые разжижают кровь, снижают риск этих осложнений, но имеют и ряд побочных эффектов, поэтому продукты, эффективно разжижающие кровь, и некоторые растительные средства, обладающие аналогичными свойствами, хоть и меньшей степени, чем лекарства, помогают в профилактике. Но никогда не принимайте любые природные средства вместе с препаратами, не посоветовавшись предварительно с врачом. Не занимайтесь самолечением, даже если кажется, что это лишь безобидные травы и растения. Будьте здоровы, живите долго и счастливо, дорогие друзья. Надеемся, что наша работа послужит вам во благо.